Здравствуйте, меня зовут Павел, и я рад вас приветствовать на канале Вязание Все Крючком ТВ. Сегодня мы свяжем с вами вот такой замечательный берет узором горизонтальная косичка. Вяжется он несложно, по спирали, полустолбиками с одним накидом. Вязал я его на окружность головы 51 см, крючком 3,5 мм. Пряжу использовал в 100 граммах 320 метров. На один такой берет у меня ушло чуть больше половины моточка пряжи. Наш берет состоит из двух окружностей. Это внешняя окружность, донышко нашего берета, и внутренняя окружность. Внутренняя окружность должна быть такого же диаметра, как и окружность головы, на которой мы будем вязать берет. Начнем мы вязание с внешнего круга. Как узнать, какой же должен быть внешний или внутренний круг берета на определенную окружность головы, я информацию оставлю в описании под этим видео. Начнем мы вязание со скользящей петли. Берем нашу ниточку, обворачиваем ее вокруг пальцев и выполняем начальную петельку. Выполнили. Затем в колечко провязываем один столбик без накида. Провязали. И теперь делаем одну воздушную петлю. Затем нам в колечко нужно будет провязать 11 полустолбиков с одним накидом. Делаем накид на крючок, вводим крючок в наше колечко, захватываем нить, снова делаем накид и провязываем все 3 петельки на крючке. Провязали первый полустолбик с одним накидом, также вяжем второй, третий, четвертый, пятый и еще свяжем 6 полустолбиков. После того, как мы провязали 11 полустолбиков с одним накидом в колечко, берем за хвостик нити и затягиваем его так, чтобы посерединке не было дырочки. Затянули. Далее вяжем следующим образом. Вот у нас с вами идут 2 петельки. Вот первая петелька и вот вторая. Первая петелька — это наш столбик без накида. Вторая петелька — это воздушная петля, которую мы делали после столбика. Мы пропускаем вот эти 2 петельки, делаем накид на крючок, вводим крючок в третью петельку. Это у нас петелька над первым полустолбиком с одним накидом. И провязываем в нее также полустолбик с одним накидом. Это у нас будет начальная петелька ряда. Ее нужно будет отметить маркером или же ниточкой другого цвета. Я возьму нить другого цвета и отмечу эту петельку как первую петельку ряда. Вот так. Затем в эту же петельку нам нужно будет провязать еще один полустолбик с одним накидом. Делаем накид на крючок, вводим в эту же петельку крючок и провязываем еще один полустолбик с накидом. В следующую петельку мы провязываем 2 полустолбика с одним накидом. Первый и второй. В следующую также провяжем 2 полустолбика с одним накидом. Таким образом, во втором ряду мы увеличим количество наших петелек в 2 раза. В первом ряду у нас было 11 столбиков, во втором будет 22. Провязали второй ряд, в каждую петельку по 2 полустолбика с одним накидом. Итого у нас получилось 22 полустолбика с одним накидом. Подошли к нашей петельке, которую мы отмечали как первую петельку ряда. И теперь провязываем наши полустолбики с одним накидом следующим образом. Начиная с третьего ряда мы приступим к выполнению узора нашего берета. Для того, чтобы получить такой узор горизонтальной косичкой, мы будем провязывать наши полустолбики с одним накидом не за вот эти вот петельки, потому что если мы вот повернем наше вязание боком, то увидим, что с изнаночной стороны, а точнее по ребру нашего вязания, идут такие же петельки, такая же косичка, как и по лицевой ее стороне.
Делаем накид на крючок, вводим крючок за заднюю стеночку вот этой вот косички, которая идет по ребру нашего вязания, и провязываем полустолбик с одним накидом. Вот так вот. Затем нам нужно будет переместить наш маркер или ниточку другого цвета под эту петельку, поскольку теперь вот эта петелька будет начальной петелькой третьего ряда. Переместили. И далее будем вязать прибавки через одну петельку. Первую петельку мы провязали один полустолбик с одним накидом. В следующую петельку, а точнее за заднюю стеночку петли, мы провяжем 2 полустолбика с одним накидом. Первый, второй. Далее мы провяжем один полустолбик с одним накидом в следующую петельку. Провязали. А в следующую петельку провяжем 2 полустолбика с одним накидом. 1, 2. Вот мы провязали с вами третий ряд, прибавку через одну петельку и получили в третьем ряду 33 полустолбика с одним накидом. Далее мы приступаем к вязанию четвертого ряда, делаем накид на крючок, в первую петельку ряда, также за заднюю стеночку по петелькам, которые идут по ребру нашего вязания, вводим крючок и провязываем первую петельку 1 полустолбик и во вторую петельку также 1 полустолбик с накидом. Немножко вернемся назад, и вот во вторую петельку мы отметим как первую петельку четвертого ряда, чтобы не сбиться. И в третью петельку мы провяжем прибавку. Делаем накид на крючок, вводим крючок за заднюю стеночку и провязываем уже 2 полустолбика с одним накидом. Таким образом мы в четвертом ряду будем выполнять прибавки в каждую третью петельку ряда. Первую, вторую провяжем по одному полустолбику с одним накидом, а в третью сделаем прибавку. Первую петельку 1 полустолбик с накидом, во вторую также 1, а в третью провязываем 2 полустолбика с одним накидом. 1, 2. И так будем вязать наш круг. За вот эти вот задние стеночки петелек, которые идут по боковой части нашего круга. В начале каждого ряда будем отмечать первую петельку ряда, чтобы не сбиваться. И с каждым рядом будем увеличивать количество петель без прибавок. То есть сейчас мы вяжем прибавки в каждую третью петельку. В следующем ряду будем вязать в каждую четвертую, затем в каждую пятую петельку, в следующем в каждую шестую петельку будем вязать прибавку. И так провяжем, пока не получим верхний круг берета нужного диаметра. После того, как мы провязали ряды с прибавками и получили диаметр внешнего круга нужного нам размера, повторю, что я вяжу берет на окружность головы 51 см, и внешний круг у меня диаметром 24 см. Закончил я ряды вязать там, где прибавки у меня идут через каждые 12 петелек, то есть каждую 13-ю петлю. Если, к примеру, вы вяжете на окружность головы 55-56 см, и у вас диаметр внешнего круга 25 см, то вам можно будет провязать последний ряд там, где прибавки будут идти через каждые 13 петелек, то есть каждую 14-ю петлю. И теперь мы приступим к вязанию подъема берета. Для того, чтобы выполнить подъем берета, мы больше не будем делать прибавления в наших петельках, а будем провязывать ряды без прибавок, то есть в каждую петельку по одному полустолбику с накидом.
От подъема будет зависеть и объем нашего берета. Если мы свяжем подъем высокий, то берет будет более пышный и будет ложиться, к примеру, на бок или назад. А если свяжем подъем не сильно высокий, то он просто будет аккуратно сидеть на голове, не свисая на бок или назад. Я буду вязать не сильно объемный берет, поэтому ряды без прибавлений, то есть наш подъем, я провяжу из 5 рядов, это примерно 3,5-4 сантиметра. Если же вы хотите более объемный берет, чтобы он свисал на бок, то нужно будет провязать рядов немножко больше, к примеру, где-то 6-7 рядов, ну или же 8. Итак, будем провязывать в каждую петельку по одному полустолбику с накидом наши ряды подъема, не забывая в начале каждого ряда, то есть мы сейчас провяжем с вами ряд, в каждую петельку по одному полустолбику с накидом, дойдем до первой петельки нашего ряда, и затем, как провяжем ее, отметим эту петельку, которую провяжем, чтобы мы знали, что это уже начало будет второго ряда подъема. Итак, я провяжу 5 рядов без прибавлений в каждую петельку по одному полустолбику с накидом. Вот я провязал первый ряд без прибавлений, подошел к нашей начальной петельке первого ряда подъема, провязываю ее и отмечаю вот эту вот петельку, которую мы провязали над ней, что теперь это у меня будет начальная петелька второго ряда. И продолжаю вязать в каждую петельку по одному полустолбику с накидом. И так провяжу все 5 рядов. Один я уже связал, еще осталось 4. После того, как мы провязали ряды подъема, и вот видно, как поднялся бортик нашего берета, мы приступаем к формированию внутреннего круга берета. Для того, чтобы сформировался внутренний круг берета, нам нужно будет провязывать ряды с убавками, то есть сокращать количество петель в каждом ряду. Я закончил вязать ряды с прибавлениями через каждые 12 петелек, а убавления буду выполнять в обратном порядке. То есть я провяжу 12 петелек по одному полустолбику с накидом, а 13-14 петельку объединю в одну. Итак, первую петельку я уже провязал. Провяжу еще 11 петелек по одному полустолбику с накидом. Так, это у нас второй полустолбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и последний 12 полустолбик с одним накидом в петельку. Дальше мы делаем с вами убавку. Делаем накид на крючок, вводим крючок в 13 петельку и сразу же в следующую 14 петельку. Захватываем нить, продеваем сквозь 2 петельки нашу ниточку и провязываем полустолбик с одним накидом. Таким образом мы выполнили с вами убавку, провязали 2 петельки как одну. И дальше снова провязываю 12 петелек по одному полустолбику с накидом, а 13-14 петельку буду объединять в одну. И так провяжу весь ряд до конца. Следующий ряд я буду делать убавление уже через каждые 11 петелек. То есть 11 петелек я провяжу по одному полустолбику с накидом, а 12 и 13 провяжу как одну. И так буду делать убавление в каждом ряду, смещаясь на одну петельку, пока не получу внутренний круг берета нужного диаметра. После того, как мы провязали с вами ряды с убавками и сформировали внутренний круг нужного нам диаметра, в моем случае это 16 сантиметров, теперь нам осталось связать завершающую часть берета. Это та часть, которая будет прилегать к нашей голове. Я свяжу ее резинкой рельефной 1 к 1. Вот мы
с вами провязали ряды до отмеченной нашей петельки начального ряда. Теперь мы маркер можем убирать. И нам нужно будет провязать соединительный столбик. Только провязывать мы его будем не за заднюю стеночку петли боковой косички, а за переднюю. Вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Выполнили. Затем выполняем 2 воздушные петли подъема. 1, 2. Делаем накид на крючок, и над столбиком, где мы делали соединение, мы за него вводим крючок вот таким образом и провязываем первый рельефный лицевой столбик, то есть провязываем столбик с одним накидом. Затем вяжем изнаночный столбик. Также делаем накид на крючок, вводим крючок перед столбиком, отодвигая его назад, и провязываем столбик с одним накидом. Провязали. Далее вяжем снова рельефный лицевой столбик. Делаем накид, вводим крючок за столбиком, вот так, выдвинули его вперед, и провязываем столбик с одним накидом. Далее у нас будет идти изнаночный столбик. И так провяжем весь первый ряд. В конце ряда мы будем выполнять соединительный столбик не во вторую петельку подъема, а за столбик первый рельефный лицевой. Подошли к концу первого ряда резинки, провязали последний рельефный столбик, и вот у нас идут петельки подъема, но мы вводим крючок за первый лицевой столбик и провязываем соединительный столбик. Вот таким образом. Затем снова выполняем 2 воздушные петли и вяжем сюда же наш рельефный лицевой столбик. Таким образом мы будем заканчивать и начинать каждый ряд нашей резинки. А дальше будем вязать так, как мы вязали. Там, где у нас будет изнаночный, там будем вязать изнаночный столбик, а где лицевой, там лицевой. И так я провяжу 4 ряда резинки. 2 ряда я провяжу крючком тем же, которым вязал весь берет, это 3,5 мм. А 2 последних ряда резинки я провяжу крючком чуть-чуть меньше, крючком 3 мм. Для того, чтобы резинка более была такой плотнее и лучше прилегала к голове. После того, как мы провязали последний ряд резинки, мы в конце также выполняем соединительный столбик под первый рельефный лицевой столбик. Выполнили. Затем выполняем одну воздушную петлю, вытягиваем ниточку, потянем, чтобы затянулась наша петелька. И теперь рабочую нить можно будет отрезать. Затем мы выводим нашу ниточку на изнаночную сторону. И все вот эти наши хвостики аккуратно спрячем с изнаночной стороны под петельки. И вот наш берет готов. Такой несложный и симпатичный узор у нас получился, такой горизонтальной косичкой по спирали. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, обязательно подписывайтесь, если еще не подписались. Будем вязать вместе. Легких вам петелек и до новых встреч!